Навигатор привел нас прямо в речку. Тут, видимо, брод. Мы ищем место для обеда. Похоже, мы нашли на берегу реки. Всем привет, друзья! Здравствуйте! Ребята, мы путешествуем по Армении. Сейчас мы едем на водопад Шаки, что примерно в километрах в 30 от города Горис. Остановились на обед и решили снять это видео, чтобы показать вам вариант обеда с консервами, но более-менее правильный и здоровый. Итак, что имеем, Галина Евгеньевна? Сейчас мы покажем. Ну вот у нас есть овощи, помидорчики, огурчики на салат. Где-то тут еще была луковица. Есть вот виноград и яблоки. Это у нас будет на десерт. Еще на десерт у нас есть печенье без сахара, овсяные крекеры с кунжутом и чиа. Есть еще оливковое масло холодного отжима. Так, вот нашла луковицу. Пока это все в пакетике. Вот наше первое блюдо. Суп. Уха по-царски из осетра. Значит, ребята, уха по-царски из осетра. Мы ее давно... Опробовали? Давно, да, опробовали. Давно применяем в своих обедах. Давайте посмотрим, из чего состоит это блюдо. Так, состав. Вода, осетр, в скобках 70 грамм. Картофель, морковь, зеленый перец. Ну, картофель, кстати, есть не обязательно. Петрушка, лук репчатый, черный перец, лавровый лист, подсолнечное масло, соль, укроп. Все, ребята, ничего плохого здесь нет, кроме картошки. Но это, опять же... Картошка тоже неплохо в природе. В общем, да. Когда вы сильно голодные. Вот такой суп. Еще раз я его сниму. И еще вот есть такой осетр натуральный в собственном соку, если не наедитесь супом. Да, ну это на второе осетр натуральный в собственном соку. Надеюсь, вам будет хорошо видно. Давайте посмотрим, из чего состоит наш осетр. Кстати, хочу сказать, что у этого же производителя есть гречневая каша с осетром. Но мы ее уже съели. Да, мы ее, к сожалению, уже съели. Тоже прекрасный продукт. Рекомендуется. Итак, из чего состоит наш осетр в собственном соку? Осетр 168 грамм. Соль, черный перец, вода. И все, ребята, только натуральные продукты. Так. Хлебцы тонкие. Не иначе без глютена. Точно, без глютена. Отлично. Всего 17 калорий, для тех, кто считает калории. Чиа и лен. И, кстати, масло оливковое. Мы такое все время берем с собой в поход, потому что оно имеет удобный такой дозатор. Да, и не надо беспокоиться, что крышечка будет протекать, и все у вас разольется и будет в масле. Еще соль, морская йодированная. Ну и, конечно, соль. Да. Кстати, еще нашла сушеную дыню в нашей походной сумке. Это тоже, если что, остается на десерт. Ну и разные травяные чаи здесь в сумке. Вот. Ну что, приступим к приготовлению. Ты будешь пока резать салатик, а я пока подогрею наш суп. Плитка у нас имеет вот такую штуку, ветрозащита. Вещь просто незаменимая в походе, потому что ветер очень сильно мешает подогревать пищу, кипятить воду и, кстати, варить кофе. У нас еще и кофейные есть. Принадлежности. Принадлежности, да, которые чуть-чуть позже покажем. Лапки забыл выдвинуть у плитки. Так она более устойчивая. Начнем с первого. Уха. Открываем не полностью. Для того, чтобы было легко снять с огня и разливать по тарелочкам. Вот таким образом. Ставим на огонь. Плитка имеет пьезоэлектрический поджиг. Загорелась. Закрыли защиту. И все горит. Прекрасно. Пока Галина Евгеньевна режет овощи, я в поте лица грею суп. Кстати, тут вообще не потеется. Речка горная так холодит. Ну да, сейчас ехали сюда, температура за бортом 32 градуса. Вот мы в тенечке, рядом с речкой, ну прекрасно.
Прям замечательно. Слушайте, вот этот водопад Шаки, мы на него едем не первый раз. Сюжет по этому водопаду будет в отдельном ролике. Вот мы купили, ну, правда, не очень много, вот купили виноградик, не пару, а 2 огурчика и 2 помидорчика, луковицу. Это всего стоило 170 рублей. 170 рублей, да. Да, и здесь действительно очень вкусные овощи и фрукты, и вкусное здесь мясо. Виноградик, ребята, волшебный. Сказали, что половина Сахар, половина мед. сахар, половина мед. Он действительно сладкий, мы уже пробовали. Так, ну что, тем временем уха наша готова. Второе тоже полностью не открываем, крышечку загибаем, чтобы мы могли спокойно взять баночку. Кстати, вот вчера мы тоже масло. обедали на природе, и вчера нам Бог послал салат и тунец консервированный в банке. Мы просто взяли тунец, выложили в салат, все хорошо перемешали, и получился очень вкусный обед. Не мясной, но вкусный. Сегодня, хотя у нас тоже не мясной. Сегодня тоже рыбный, да. Да. Неделя прям рыбных обедов. Мы по Армении путешествуем уже больше месяца. А в Ереване пожили сначала, вот, затем приехали в Горис, здесь покатались. Места здесь, ребята, просто волшебные. Да, я, если честно, не ожидала от Сюникской области, что она такая живописная. Горы зеленые. В магазинах здесь достаточно широкий выбор, можно купить и хлебцы, и достаточно качественные консервы. В прошлый раз мы покупали долму из осетра. Пока были в Ереване, побывали мы на Арагаце. Совершили попытку восхождения на Арагац, но одолели, к сожалению, только 200 метров по вертикали. Ну, то есть на машине доехали до отметки 3200 метров и 200 метров поднялись ногами. Все, больше не осилили, спустились. Кстати, это нелегкое занятие. Нужна специальная тренировка, наверное. Тяжело дышать. Там воздуха не хватает, и, в общем... Начинается сердцебиение. И все остальные прелести. Здесь, в Горисе, ну, рядом, в окрестностях Гориса, где только не побывали, ребят. Да, здесь поблизости столько монастырь всего. Татев. Храм Татев, да? Да, ну, храм, монастырь Татев. Тоже такое рекомендованное к посещению место. Да, на границу с Азербайджаном даже там побывали. Там есть такое село Хнацах. Очень Там живописное, побывали. Очень красивое живописно. село. Сейчас я вставлю, наверное, какое-нибудь видео и фотографию, или фотографию, чтобы показать Хнацах. Ворот Наван, там тоже Ворот Наван, храм. да, древний храм. Да тут все древнее. В общем, да, катаемся здесь с огромным удовольствием. В Ханацахе церковь очень древняя. Какого там века? 1610 года. Вроде село небольшое, а такая большая каменная церковь. Но это говорит о том, что, видимо, в древности село имело... Да нет, село большое. Село имело значение. Ну, как большое? Ну, для села. Для села большая. Ну вот, подогрели. Можно убрать пока. Приятного аппетита. Благодарю. Ой, ушица волшебная. Вот дай бог здоровья тем людям, которые создали этот продукт. Кстати, сделано в Армении. Угу. С огромным удовольствием. Мы уже сколько лет? Мы начали, по-моему, в 2020 году, да? Да, когда первый раз отправились в путешествие. Но покупали мы это в Перекрестке в Одинцово. Теперь у нас кофе. Сейчас мы его намелим. Галя, тебе 4 грамма. 4. Галя у нас пьет жидкий кофеек, поэтому ей всего 4 грамма. Не жидкие, они крепкие. Хорошо, пусть будет не крепкий. И теперь будем молоть. Долго и нудно. Нет, всего 2 минутки. Так, чашечки. Чашечки. Не чашечки, у нас стаканчики. Пусть будут стаканчики. Здесь недалеко есть город Сисян.
Там изготовляют керамику. И на готовые изделия наносят изображения петроглифов. Здесь где-то в горах есть петроглифы. Вот точно такие же петроглифы современные мастера наносят на чашечки. Туда есть экскурсии, и добраться туда можно только на УАЗиках. А на Ниве, вот здесь очень много Нив. Местные жители в основном ездят на Нивах. Самое, конечно, удивительное, ребята, это люди. Каждый спрашивает, ну чем вас угостить? Давайте, может быть, кофейку. Давайте конфеточки, ребят. Давайте мы вам хлеб принесем, давайте мы вам там сыр принесем. Чем вас угостить? Вообще люди удивительные, готовы с тобой поделиться Последним. тем, что у них есть. Вообще это нечто. А еще недавно мы встретили удивительную женщину, она из Польши. Она из города Мигри идет в Грузию пешком, причем несет за плечами. Через всю Армению. Да, несет за плечами рюкзак, который килограмм 12 весит. И вот она рассказывает, говорит, мне здесь вообще не приходится покупать себе еду. Когда я где-то прохожу, местные жители меня везде кормят и угощают. Галенька, ваш кофе готов. Мерси. Какие мухи здесь кусучие. Вот мухи здесь, ребята, Кусучие. злые. Да. Так, теперь кофеек для меня. Мы еще возили раньше с собой шоколад, но сейчас жарко, он тает. Да и вообще мы уже, наверное, слишком много съели шоколада. Еще мы много здесь ели пахлавы и гяты, что в наши планы совсем не входило. Ну дай печеньку человеку. Спасибо. Вот и мой кофе готов. Все. Теперь ждем 3 минуты, и кофеек можно пить. На этом, Наш скромный да, на этом, прием наверное, пищи и наше видео подходит к концу. об организации наших походных приемов пищи. Всем спасибо. Но у нас есть еще один способ Еще не обедать. Но мы о нем как-нибудь расскажем в следующем видео. То есть Как- оставим интригу. Да. Небольшую. Ну, Да. хорошо. Если понравилось, поставьте лайк. И подпишитесь. Подпишитесь, да, мы стараемся для вас. И делитесь своими советами и рекомендациями. Кстати, да, вдруг у вас какой-то будет совет или критика, будем рады и благодарны. Спасибо, ребят. Пока. Пока. Знаешь, это другое, это как в термос вот, уже из дома взять, если вы просто планируете. Подожди, вдруг это на монтаже это попадет в ролик. Не раскрывай тайну. Ладно, интригу раньше времени.